Всем привет! Если вы собираетесь в Пятигорск, это видео для вас. Я расскажу, что здесь можно посмотреть, на какие экскурсии стоит съездить, где остановиться и чем себя можно занять. Пятигорск – самый большой курорт Кавказских минеральных вод. Он привлекает туристов большим числом зелени, развитой городской инфраструктурой, историческими объектами и красотой гор. Здесь можно подняться на Машук, ежедневно любоваться 5 вершинами горы Биштау, наслаждаться чистотой воздуха и пользой минеральной воды. Пятигорск славится мягким климатом. Здесь можно отдыхать даже зимой. Бархатным сезоном считается сентябрь. Что посмотреть в Пятигорске? Я составила готовый маршрут, который можно повторить за один день. Начать прогулку стоит в парке «Цветник». Это знаковое место Пятигорска, в котором стоит побывать каждому туристу. Некогда здесь гуляли Пушкин, Лермонтов и другие легендарные личности. Архитектурным украшением парка «Цветник» является знаменитая Лермонтовская галерея – прекрасное сооружение из железа и стекла. Также в парке «Цветник» стоит отыскать грот Дианы, связанный с именем Лермонтова, Ермоловские ванны, скульптуру Кисы Воробьянинова и историческое здание кофейни Гукасова. Загляните сюда на кофе и отправляйтесь к следующей достопримечательности Пятигорска. Помните сцену из романа «12 стульев», в которой Остап Бендер предлагал посмотреть на провал, пока тот не провалился? Это тот самый провал. Вы пройдете по освещенному туннелю к симпатичному голубому озеру с характерным запахом сероводорода. Вода здесь считается целебной, но потрогать ее нельзя. Озеро огорожено в целях безопасности. Следующая достопримечательность Пятигорска – беседка Эолова арфа на склоне горы Машук. Ее архитектура отсылает нас в античные времена. Поэтичное название беседки не случайно. Она порадует вас прекрасной музыкой. Еще один бонус от посещения достопримечательности – шикарный вид на курорт со смотровой площадки. Далее отправляйтесь на канатную дорогу Пятигорска. Всего за 3 минуты вы преодолеете расстояние 964 метра. Цена билета туда-обратно в 2025 году – 400 рублей. Пролетев над густыми лесами, вы окажетесь прямо на вершине горы Машук. Здесь вас ждут захватывающие виды на Пятигорск и его окрестности. Вы увидите сразу несколько гор – Железную, Змейку, Биштау, а в хорошую погоду еще и Эльбрус. На мой взгляд, подняться на Машук нужно обязательно. Вернитесь на верхнюю станцию канатной дороги, спуститесь вниз и отправляйтесь к месту дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. 8-метровый обелиск напоминает нам о трагическом исходе дуэли с майором Мартыновым, состоявшейся 15 июля 1841 года. Если у вас остались силы, возьмите на заметку, что с этой точки можно начать теренкур вокруг горы Машук. Длина маршрута примерно 10 километров. Конечно, после такой насыщенной прогулки по Пятигорску вы сильно проголодаетесь. Благо, здесь полно ресторанов, где очень вкусно готовят. Вы же на Кавказе. В этот заезд я открыла для себя ресторан грузинской кухни «Колхида». Уютный и колоритный. Тут можно даже национальные костюмы примерить. Меню обширное. Я не раз бывала в Грузии и точно могу сказать, что еда здесь такая же вкусная, как и на ее родине. Мы брали пхали из шпината и свеклы, жареный грузинский сыр сулугуни, хачапури по-царски, люля из баранины, сочные свежие овощи и домашний лимонад. Колхида – это хорошее место, чтобы насладиться кавказским гостеприимством и вкусной едой. В прошлый заезд я побывала во многих ресторанах Пятигорска.
В некоторые вернулась повторно. Среди них Печорин – популярный ресторан, который оценят поклонники Лермонтова. Колоритный ресторан «Моё», где предлагают современную кавказскую кухню. Из панорамных ресторанов мне запомнилась «Крыша». На моем канале есть видео обо всех курортах Кавминвод, в котором я показываю и другие рестораны. Посмотрите, я оставлю на него ссылку. Где остановиться в Пятигорске? Если вы едете в Пятигорск не на лечение, то есть смысл выбрать не санаторий, а отель. Для себя я выбрала уютный современный мини-отель «Камильфо». Он находится в спокойном зеленом районе у подножья Машука, неподалеку от места дуэли Лермонтова. Здесь всего 12 номеров, поэтому атмосфера очень спокойная, даже домашняя. Хочется отдельно сказать про сотрудников, они здесь очень милые, добрые, всегда улыбаются и относятся к вам не как к клиентам, а как к гостям. Это очень приятно. Недаром у отеля «Камильфо» так много хороших отзывов. Отель открылся в 2024 году, а некоторые номера появились здесь только в 2025 году. Это чувствуется, здесь все очень красивое и современное. Я остановилась в двухкомнатном просторном семейном номере. В спальне большая кровать с ортопедическим матрасом и белоснежным постельным бельем. Диван раскладывается. Здесь есть удобная зона для работы за ноутбуком, современная ванная комната с умной сантехникой, теплыми полами и хорошим косметическим набором. Кондиционер, телевизор, чайник и кофеварка, мягкие халаты – все, что нужно для комфортного отдыха. В отеле «Камильфо» можно забронировать проживание с завтраками. Завтраки мне понравились. Для гостей также есть бесплатная парковка, есть возможность посетить бассейн и сауну. Спа-зона очень уютная. «Камильфо» – это не только отель, но еще и клиника красоты и здоровья. Здесь работают разнопрофильные специалисты. А еще здесь большой выбор разных спа-программ. И цены, кстати, гораздо приятнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Если вам понравился отель «Камильфо», то в описании под видео вас будет ждать ссылка, по которой вы сможете проверить, сколько будет стоить этот отель на ваши даты. На какие экскурсии съездить из Пятигорска? Расскажу о самых популярных турах, а вы выбирайте те, что впишутся в ваш график и круг интересов. Ссылки на экскурсии будут ждать вас в описании под видео. Один из самых популярных туров называется «4 в одном». Это экскурсия, на которой вы знакомитесь со всеми курортами Кавказских минеральных вод за один день. Я брала групповую автобусную экскурсию. На каждом курорте мы выходили погулять. Конечно, мы посмотрели главные достопримечательности Пятигорска, о которых я вам уже рассказала. Ессентуки – это грязелечебница имени Симашко, курортный парк и знаменитая минеральная вода. Здесь спокойная атмосфера, чистый воздух и красивые места для фотографий. Железноводск – самый маленький и самый зеленый курорт Кавминвод, который запомнится вам каскадной лестницей, красивыми бюветами и фонтанами. Вы влюбитесь в Кисловодск за его прекрасный курортный парк. Думаю, вам захочется съездить сюда еще и своим ходом, чтобы просто погулять среди этой красоты. 4 в одном – удобная экскурсия, чтобы составить полное представление о курортах Кавказских минеральных вод. Еще одна популярная экскурсия в Пятигорске – поездка на Медовые водопады. Если вам хочется поехать в легкий и непродолжительный тур, чтобы просто хорошо провести время, посмотреть что-то красивое и необычное и накупить гостинцев для близких, вам сюда. Медовые водопады – это туристический комплекс из 5 водопадов разной высоты и мощности, а также небольшого музея, мини-зоопарка и кафе. Тут можно прокатиться на зиплайне.
и сделать красивые фото на фоне воды. В рамках этой же экскурсии вы побываете на горе Кольцо, с которой связана красивая легенда. Скала необычной формы – отличный фон для ваших фото. А какие тут закаты! На этой экскурсии также можно попробовать кухню Карачаево-Черкесии, потому что именно в этой республике находится комплекс «Медовые водопады». А еще купить интересные и полезные гостинцы для близких, например, мед, ореховый урбеч и натуральные сладости. Если вы отдыхаете в Пятигорске, у вас есть прекрасная возможность съездить на экскурсии в соседние республики. Вы можете посетить Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Чечню. Есть туры, которые включают в себя посещение всех этих республик за один день. А можно съездить в любую из них отдельно, чтобы максимально проникнуться культурой. Самые популярные экскурсии в Пятигорске – это поездки в Приэльбрусье, Домбай, Верхнюю Балкарию и Цейское ущелье, то есть туда, где можно увидеть горы во всей красе. Мне очень понравился тур в Цейское ущелье, так как на этой экскурсии можно было и горами полюбоваться, и в термах искупаться, и с Северной Осетией познакомиться. Кстати, это относительно легкий маршрут, который подойдет многим туристам. А вот путешествие к Эльбрусу будет немного сложнее, особенно для людей в возрасте. На мой взгляд, экскурсию в горы надо взять обязательно. Все-таки вы приехали на Кавказ. Его красоту стоит увидеть своими глазами. Напомню, что в описании под этим роликом вы найдете полезные ссылки, которые пригодятся при планировании поездки в Пятигорск. Ставьте лайк, чтобы поддержать мой труд. Я буду вам очень благодарна. До новых встреч!